Привет, с вами Алена. Сегодня будем выполнять коррекцию на гелевые типсы на изике. У нас здесь прошло с момента наращивания, по-моему, месяц с чем-то, если я не ошибаюсь. И пора уже заняться сменой дизайна и немножечко уберем длину для начала. Я для этого буду использовать твердосплавную фрезу с фиолетовой насечкой. У меня все фрезы в работе сейчас от КМИС. Ссылку на них также оставлю. И давайте начнем делать снятие. Мне кажется, что процесс снятия материала это самый такой залипательный. Но вот здесь не очень прикольно получилось, потому что у нас весь дизайн был перекрыт базой, и сначала такое ощущение, что ничего не спиливается, а потому что изначально пилишь только прозрачную часть, и только потом уже добираешься до цветной части покрытия. В общем, как только мы избавились от дизайна, смотрим, есть ли у нас отслойки. Как видите, отслоек было много, потому что это те руки, на которых все очень не очень держится. Я с ними уже мучаюсь далеко не первый год. Но мы стараемся, работаем над этим. Здесь самый главный залог успеха — не перенашивать, с чем мы, собственно говоря, не справляемся, потому что нечего ходить по месяцу. После снятия отодвигаем кутикулу, счищаем потеряги, я это сделала с помощью пушера, и дальше наносим присыпку. Для тех, кто недавно присоединился, я поясню, присыпка нужна для того, чтобы подсушить кожу, убрать лишний жир, чтобы не забивались фрезы. Ну и по поводу фрез, здесь я делаю маникюр всего двумя фрезами. Это одна безопасная фреза для того, чтобы раскрыть карманы и зачистить потеряги, а другая фреза пламя с красной насечкой. Я выбрала здесь именно красное пламя, потому что особо здесь много не нарастает, нет какой-то жутко сухой кожи, ручки достаточно влажненькие, поэтому обычное красное пламечко здесь совершенно спокойно справится. Ну и кроме того, я не сторонник супер глубоких маникюров, я за маникюр, который подходит для жизни. В общем, так, чтобы руки потом мыть было не больно. После этого срезаем кутикулу, убираем все ненужное. Дальше я зашлифовала, но этот момент у меня почему-то не сохранился. Не помню, что произошло, но в общем было и было. А это, кстати, маленький тайный знак от нее. Надо так делать всегда, когда я отворачиваюсь, а потом во время монтажа я нахожу эти милые сюрпризики. В общем, нанесли праймер, дегидратор и наносим базу тонким слоем. Ну и также вспоминаем про наши отслойки. У нас не хватает объема. Я специально повернула ноготь на бок для того, чтобы вы могли увидеть, что там действительно провал. В общем, когда у вас бывают отслоечки, вот такие небольшие неприятности, можно заполнить недостающий объем материалом перед основным выравниванием. Таким образом, вам будет легче вернуть ногтю правильную архитектуру и сделать выкладку геля. И вот как раз сейчас я именно этим занимаюсь. И обратите внимание, как аккуратно я набираю гель на кисточку. Таким образом, чтобы не вытирать о край баночки, чтобы ничего никуда не стекало. Потому что я фанат чистых банок. Я просто на дух не переношу грязные баночки, горлышки, ну и все, что там можно испачкать. Ну, потому что это липнет, потому что ты трогаешь это руками, и потом вообще, возможно, будешь трогать клиента, все это будет прилипать, это будет просто отвратительно. Я правда искренне верю в то, что у аккуратного мастера обязательно будут чистые бутылочки. Ну и клиенту, сами понимаете, во время процедуры делать особо нечего, кроме того, как смотреть на вашу пыль, если она где-то осталась, или липкость, или грязь. В общем, будьте внимательны и, пожалуйста, следите за своим рабочим местом. Это очень важно, это важное впечатление, которое мы производим на своего клиента. Ну а я тем временем заканчиваю выкладку геля. Я, кстати, здесь ничего не вырезала. Гель достаточно густой и, в принципе, хорошо выравнивается, но так как я не пилила форму, я оставила опил на после выкладки. И честно, я очень люблю пилить. Я все-таки ловлю себя на мысли о том, что пилка — это один из моих любимых инструментов, ну, разве что после кусачек, наверное. Я действительно люблю делать опил, потому что считаю, что именно там рождается хорошая, красивая форма ногтей. Сейчас я использую пилочку 100 на 180 грит, какая-то no name. Я даже не знаю, почему именно этой пилкой я здесь пилю, но, в общем, как-то так получилось. И опил я делаю на 2/3 ногтя, то есть возле кутикулы я, как правило, стараюсь не трогать и не пилить, потому что там уже зашлифовано, готов маникюр, да и поправлять там особо нечего. А вот на свободном крае и поправить параллели почему бы и не да.
конечно, я это делаю, ведь у нас в планах форма балерина. И, конечно, такую форму просто необходимо пилить. Ее вообще нельзя оставлять просто на выровненном геле. У вас ничего не получится, будут наплывы по бокам. Поэтому все обязательно подбираем, собираем и пилим до тех пор, пока не будет красивой архитектуры. Напоминаю, у нас гелевые типсы, и, конечно, это не моделирование ногтей, это просто наращивание. Дальше мы перейдем к дизайну, и вот именно на нем я бы хотела сконцентрировать внимание. Дизайн, казалось бы, очень простой, но я очень часто смотрю фото или какие-то мастер-классы, я обожаю это делать и частенько замечаю фатальные ошибки именно в этом дизайне. Хотя, казалось бы, тяп-ляп намазал, что-то там налил, и все должно получиться. Но давайте по порядку разберемся с самого начала. Я взяла палитру и вот такими полосочками выкладываю гель-лаки. Здесь самое главное чередовать контрастные лаки между друг другом. Как правило, я беру белый, черный или какой-то основной темный оттенок, ну и плюс там 1 или 2 цвета. В моем случае это какой-то васильковый и вроде голубой, что-то около того. И обязательно белый цвет. После этого то, что у нас получилось, мы будем наносить на ноготь. Но прежде я подготовлю инструмент. Я возьму гелевую ручку, вытащу из нее стержень, отковыряю там попку, потому что она нам не нужна. И у нас таким образом получится трубочка с конкретным направлением воздуха. И также нам потребуется кисточка для градиента от Юлии Белей у меня. После чего берем дотс и вот таким образом смешиваем. Здесь главное не смешать совсем. Все-таки, чтобы читались цвета, особенно темные и светлые. Это и есть залог успеха. Многие перемешивают до такой степени, что при нанесении на ноготь получается просто какая-то жижица непонятная. После этого мы берем наш ноготь и наносим на него топ матовый, но обязательно он должен быть с липким слоем. Это самый важный момент. Если матовый топ будет без липкости, у вас ничего растекаться не будет как нужно. Дальше кисточка для градиента зачерпывающим, вы там знатоки русского, я знаю. В общем, набираем материал и вот таким образом распределяем. Я сейчас видео специально не ускоряла, это делается не быстро, просто аккуратно даем растекаться гель-лаку прямо с кисточки на ноготь. После того, как он растекся, мы уже видим, что пошли границы, они уже пошли расходиться в разные стороны и стал появляться такой причудливый узор. Потом берем ручку и раздуваем по необходимости. Тут нужно полагаться на интуицию и смотреть, как вам больше нравится. То есть, что вам больше напоминает срез камня, ну или волны, как в нашем случае. Ну а дальше небольшой лайфхак. Я использую апельсиновую палочку для того, чтобы убрать лишний объем. Ведь если будет объем материала, он у нас, естественно, не просохнет. А если он не просохнет, то, скорее всего, он даст сколы. Дальше снова набираем материал. Здесь у меня уже нанесен матовый топ. И также кисточкой осторожно, медленно распределяем наши гель-лаки, даем им самим растекаться. Нам нужна текстура. Это важно, это обязательно. После этого тоже специально не монтировала и ничего не вырезала, потому что очень хорошо видно, как именно на матовом топе снова расходятся именно края. Там, где у нас, допустим, сейчас беленький и голубенький, все очень классно растекается. Если вдруг появляется ощущение того, что какого-то цвета не хватает, его совершенно спокойно можно добавить. Дальше я снова беру нашу так называемую трубочку, то есть этот самодельный инструмент, и опять раздуваю. Также вижу, что сбоку у меня появился большой наплыв. Естественно, его также соберем. Медленно, аккуратно, не портим, то есть не вытираем, а именно прокручивающими движениями. Это нужно для того, чтобы не попортился наш рисуночек. После того, как итоговый результат нас целиком и полностью устраивает, можно отправлять на просушку. Ну и также замечу, есть еще один очень важный нюанс. Когда мы будем этот дизайн перекрывать, с него нужно обязательно снять липкий слой, иначе ничего не получится и все будет расходиться кратерами. Ну а тут на большом пальце мы решили сделать прямо поперек ногтя наши волны. Честно сказать, еще в процессе дизайна у нас была с ней задумка, что мы еще потом, после матового топа, добавим белого, присыпем акриловой пудрой, и у нас получатся волны. Ну, а потом нам что-то так все понравилось, что мы и забыли, что хотели делать волны. Я думаю, что у многих такое бывало. Собираешься сделать то, это, пятое, десятое, а потом все так вроде классно, так здорово, что ты просто забываешь, какие у тебя были планы. Но, тем не менее, я целиком и полностью довольна этим маникюром. Я считаю, что он получился просто классный, летний и очень хорошо передает морское настроение. Пусть море в этом году будет хотя бы на ногтях.
Знаю, что не у всех получится, и сама я точно так же не поеду ни на какое море, но зато на море у меня поехали отдыхать дети, и это здорово. Ну, а я снова убираю лишний объем и отправляю на просушку. У нас осталось 2 пальчика, на которых узоры получились совершенно другие, они в корне отличаются от первой руки, и это классно, это здорово. То есть такой дизайн невозможно повторить дважды, ровно как и дважды войти в одну и ту же реку. И, по-моему, это просто прекрасно. Я лично обожаю текстуры, они всегда необычные, они всегда какие-то со своей изюминкой, всегда эксклюзив, невозможно просто повториться. То есть это не клеить слайдер, это никогда не будет одно и то же. Что, собственно говоря, мне больше всего и нравится. Я вообще не из тех людей, кто любит что-то повторять. Я даже свой собственный дизайн никогда не могу сделать таким же, как он был до этого. А здесь еще один очень странный лайфхак, но он тоже рабочий. Вот таким образом, прикладывая пальчик изнутри и чуть нажимая, когда подушечка обволакивает край ногтя, тоже можно убрать излишки. Ну а дальше мы снова перекрыли все матовым топом, и я уже показываю, как я снимаю липкий слой. С матового топа, у которого есть липкость, эту самую липкость нужно снимать прям основательно, как следует. Ну и я думаю, что вы заметили, что на других ноготочках появились какие-то точечки и пупырышки. Их мы почему-то не отсняли, хотя я думаю, что здесь нет ничего сложного. Я ставила их дотсом один на другой из тех же самых цветов, из которых мы делали дизайн. Я забыла, как это называется, ну, в общем, это такая штучка от сглаза. Если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, как зовется вот этот вот символ. Причем я помню, что мы на месте вроде с ней гуглили, а сейчас я снова это забыла. Ну, в общем, так или иначе, дизайн получился прикольный. И, кстати, вот эти вот глазки от сглазков, они получились у нас объемные. Я также их перекрыла гелем и потом топом, чтобы они были как пуговки. В общем, такая альтернатива стразикам, но не стразики и точно не от вальса. А вот так выглядят наши ноготочки на солнышке. Мы вышли на балкон и снимали специально, чтобы был красивый цвет кожи, красивый цвет покрытия. В общем, все как есть на самом деле, потому что на дневном свете самые красивые получаются кадры всегда. В общем, на этом у меня все. Обязательно пишите в комментариях, как вам такой дизайн и хотели бы вы себе такой же сделать, или это ну прям очень слишком.